Уважаемые зрители, сейчас я расскажу вещь, которая многих заденет лично. Большинство директоров, которые тихо разоряют свои компании, искренне считают, что они работают хорошо. Они приходят на работу к 7 утра и уходят самыми последними. Тушат пожары, принимают сложные решения, кричат на подчиненных, считают себя лучшими во всем деле. А компания медленно умирает. Незавершенка растет, деньги исчезают, заказы срываются, лучшие сотрудники уходят. За 25 лет в промышленности я видел сотни таких директоров. От слесаря до генерального директора этот путь я прошел сам лично. Я выделил 5 типов руководителей, которые встречаются на каждом российском заводе. Каждый из них уверен, что приносит компании пользу, и каждый стоит собственнику конкретные деньги. От десятков до сотен миллионов рублей в год. Сегодня я разберу все 5 типов с симптомами, с конкретной ценой в рублях и самое главное с решением. Узнаете себя – это шанс что-то изменить. Не узнаете – посмотрите внимательно еще раз. Потому что почти каждый второй директор, который смотрит этот ролик, один из этих 5. Я не буду рассказывать о теории менеджмента, никаких книжных классификаций, никаких МБА-схем. Я инженер управления, 25 лет на производстве. И сегодня говорю с вами не как теоретик, а как тот, кто разбирал управленческие завалы своими руками. Каждый из 5 типов, о которых пойдет сегодня речь, я видел вживую. Не одного, а их десятки. И за каждым типом конкретные потери для компании и собственника. Сорванные сроки, замороженная незавершенка, уволившиеся технологи, кассовые разрывы, кредиты по 27% годовых, которые забирают всю вашу прибыль. Если вы собственник, посмотрите внимательно этот ролик. Возможно, ваш генеральный директор один из этих типов, и вы платите за это каждый месяц. Если вы директор, узнайте себя. Это не приговор, это диагноз. А с диагнозом уже можно работать. Если вы сотрудник этой компании, узнайте своих руководителей. Поехали. Самый распространенный тип, 9 директоров из 10 на российских заводов, это пожарные. Узнать его очень легко. Он первым приходит на работу, последним уходит. Постоянно бегает между подразделениями и цехами. Постоянно решает срочные вопросы. У него нет времени на разговор. У него все горит. Всегда и везде. Поговорите с таким директором, он расскажет вам, что у него тяжелая ситуация, он устал работать за своих руководителей и сотрудников. Что надо ему все самостоятельно разгребать, без него ничего не делается. И что вот сейчас закроем проект, тогда займусь стратегией и настройкой системного управления в компании. Только проект никогда не закрывается. На месте одного пожара тут же появляется 3 новых. Потому что пожарный занят тушением, а не устранением причин возгорания. Что происходит на самом деле? У пожарного нет системы управления и планирования, нет понимания, какая операция из какой выходит, нет связи между производством, закупками и отгрузкой. Заказы приходят, он распределяет их по цехам вручную и на опыте. Что-то горит, он бежит туда, что-то ломается, бежит сюда. Кто-то заболел, закрывает дыру своими руками. В цене это выглядит так. Завод с выручкой в 1 миллиард рублей под управлением пожарного теряет ежегодно от 80 до 120 миллионов рублей. Только на сорванных сроках, незавершенки, увеличенные оборотки компании, зарплаты, потраченные сверху за выход сотрудников в выходные и дополнительные смены за двойную плату, и много можно еще перечислять проблем. Это не считая упущенной выгоды от ушедших клиентов. А узнать его можно по одной фразе. Пожарный говорит: если бы у меня были нормальные люди, я бы все сделал. Он всегда винит подчиненных, никогда систему, потому что системы у него нет. Он в своем пожаре не находит время, чтобы ее построить. Второй тип руководителя – командир. Второй по распространенности тип руководителей. Часто это бывший военный или госслужащий или человек, проработающий в госкомпаниях. Он искренне считает, что управление – это команды. Командир приходит в цех и говорит: делай так, к пятнице, сделал – молодец, не сделал – выговор. Никаких объяснений, никаких переговоров, управление – это приказ. В малых командах это работает. На объекте из 20 человек командир может вытянуть результат личной харизмой и страхом. Но как только завод вырастет до 100, до 200, а может быть и до нескольких тысяч человек, командир ломается. Потому что один человек физически не может управлять тысячей подчиненных через прямые приказы и ручное управление. У него не хватит времени на постановку задач каждому. Не хватит головы, не хватит голоса. И начинается то, что я называю эффектом громкоговорителей. Командир кричит, а на местах никто его не слышит. Или слышит, но делает по-своему. В деньгах это выглядит так. Командир обычно сохраняет ритм производства, но убивает инициативу. У него никто не предлагает улучшений, никто не выходит за рамки приказа. Технологи и инженеры, самые умные инициативные люди на заводе, уходят первым делом от него.
За ними потом уходят грамотные мастера, и остаются чистые исполнители, которые делают только то, что им сказали. И ровно так, как им сказали. Лишнего они не сделают, инициативу не проявят уже. Через 2-3 года под командиром завод превращается в механический цех, который не способен принимать сложные заказы. Конкуренты обходят, маржинальность и производительность падает, прибыль уходит. Часто командиры приводят компанию к банкротству. Узнать командира можно по словам. У меня железная дисциплина. Он гордится тем, что подчиненные его боятся. Он не понимает, что страх – это худший двигатель производительности. Тип третий – визионер. Этот тип чаще всего встречается среди современных эффективных менеджеров с корочками МБА и руководителей, которые поставлены генеральными директорами. Но они в основном не с той отрасли, на те должности, на которые их назначают по профилю. Они не работали по этому направлению, но и образования профильного, соответственно, у них тем более нет. Визионер любит стратегию и помечтать. Он рисует красивые презентации и с ними бегает наверх. Говорит о масштабировании, о выходе на новые рынки, о цифровой трансформации. У него на стене висит карта роста на 5 лет. У него в кабинете доска с целями. У него блестят глаза, когда он говорит о будущем. Они научились красиво говорить и выступать лозунгами. Даже некоторые проходят курсы по ораторскому мастерству. Только вот в цеху их никто не понимает. И что они вообще говорят, не понимают. Мастер ждет, когда придет металл, технолог ждет, когда согласуют чертеж, снабженец ждет, когда дадут денег на закупку. А визионер в это время в кабинете обсуждает с консультантами дорожную карту трансформации. Визионер опасен тем, что не видит текущих проблем и не знает, как их решать, потому что вообще не имеет опыта, да и станок, возможно, только первый раз увидел на этом заводе. Он искренне считает, что все само разрулится или за него разрулят подчиненные, что он поставит задачу на совещании в протокол, и оно сразу все сделается. Текущие методы управления как-нибудь помогут отсидеть ему в кресле год-два по его контракту, ну и дальше он пойдет на рост. Но система, он думает, как-нибудь сама построится без его участия и будет работать. Не заработает, потому что новый уровень в управленческих процессах растет, если их развивают и меняют старые. А если старые процессы управления годами не менять, новый никогда не появится. В деньгах визионер обходится собственнику дороже всех. Под ним замораживается незавершенка на сотни миллионов, заказы выполняются в 2 раза дольше, маржинальность падает на треть, кредиты растут, кассовые разрывы постоянные. Через 2 года под визионером собственник обнаруживает, что он должен банку столько же, сколько стоит весь его завод. И не понимает, как это произошло. Потому что презентации от визионера показывали другое. Золотые горы рассказывал. Узнать визионера можно по фразе: «Нам нужно перестроить мышление и двигаться к новым вершинам». Он говорит о людях как о ресурсе, о процессах как о потоках данных. Только заводу нужны не мышление и не данные. Заводу нужно, чтобы металл вовремя приходил, технолог вовремя выдавал чертеж или технологию, а отгрузка уходила в срок заказчикам. Тип 4. Хозяин. 4-й тип самый коварный. Это тот директор, который сам когда-то построил завод или компанию. Или это руководитель, который рос вместе с собственником с нуля и с этой компанией. Хозяин знает каждый станок, каждого работника, каждого поставщика. Он держит все в своей голове. И в этом его сила. И в этом же его ловушка, потому что завод не может расти быстрее, чем растет голова одного человека. Хозяин это становится бутылочным горлышком для этой компании. Все решения проходят через него, все согласования, все договора, все увольнения, все наймы. Когда завод маленький, это работает блестяще. Хозяин знает все, контролирует все, держит все под контролем. Но как только обороты переваливают за 500 миллионов в год, хозяин начинает упускать все из виду. Сначала мелочи, потом стратегические вещи. В деньгах это выглядит так. Хозяин не теряет деньги напрямую, он теряет возможности. Заказы, которые мог бы взять, но не взял, потому что не хватило времени посмотреть новые заявки от клиентов. Кадры, которых мог бы нанять, но не нанял, потому что лично не дошел до собеседования. Инвестиции, которые мог бы сделать, но не сделал, потому что вечно занят в операционной деятельности. Хозяин убивает не завод, он убивает рост и масштабирование этого бизнеса. Завод под хозяином стоит на одной и той же отметке выручки годами. 20 лет, 30 лет, иногда и всю жизнь. Самое страшное, хозяин не может уйти. Он не может выйти из операционки, не может нанять генерального директора, потому что никому не доверяет так, как себе. И этим он лишает себя возможности построить капитал, который работал бы и без него. Узнать хозяина можно по фразе: «Без меня тут все развалится». И он искренне в это верит. Беда в том, что он сам сделал так, чтобы без него все развалилось. И тип 5.
Последний. Инженер-одиночка. Пятый тип встречается реже, но в машиностроении и тяжелой промышленности почти на каждом втором заводе. Инженер-одиночка – это директор, который вырос из главного инженера или главного технолога. Он отлично разбирается в продукции, знает каждую деталь и станок, может сам начертить узел, сам выйти к станку и показать, как точить эту деталь. Но он не управленец, он инженер, и у него вместо управления постоянная инженерная работа. Инженер-одиночка погружен в продукт. Он лично контролирует разработку, лично проверяет чертежи, лично выезжает на испытания. А заводом пусть руководит главный инженер или директор производства. Или кто-нибудь еще. Только этот кто-нибудь обычно такой же инженер. И они вдвоем занимаются продуктом. А управления нет. Закупки буксуют, финансы непонятны, отдел продаж работает сам по себе, ОТК тоже сам по себе. Все занимаются своим делом. Никто не связывает их всех в одну цепочку для качественного и эффективного управления бизнеса в целом. В деньгах инженер-одиночка теряет на стыках между разработкой и закупкой, между производством и отгрузкой, между ОТК и бухгалтерией. Каждая стыковка – это потеря времени, денег и нервов. Завод под инженером-одиночкой производит технически отличный продукт, качественный, который собирается на 1,5 года дольше, чем у конкурентов, и стоит на 30% дороже. Узнать инженера-одиночку можно по фразе: главное – это качество продукта. Он искренне верит, что если продукт хороший, клиент заплатит любые деньги и подождет любое время. На рынке 2026 года этого уже недостаточно. А теперь главное. Я разобрал 5 типов. Пожарный, командир, визионер, хозяин, инженер-одиночка. Каждый из них уверен, что работает хорошо. Каждый из них теряет деньги собственника. И вот в чем ловушка. Вы сейчас, наверное, думаете, какой из этих типов я и что с этим делать? Ответ может быть для вас неожиданным. Дело не в типе. Любой из этих 5 типов в правильной системе управления становится сильнейшим директором. Пожарный, у которого есть система управления, превращается в антикризисного менеджера. Командир, у которого есть архитектура управления, становится дисциплинирующей силой. Визионер с главным операционным каркасом двигает компанию вперед. Хозяин с делегированием масштабирует завод в 10 раз быстрее, чем сейчас. Инженер с управленческим контуром вокруг всех подразделений создает продуктовое лидерство в нише, а может быть и во всей отрасли. Проблема не в людях. Проблема в их системе, через которую они управляют. 25 лет на производстве научили меня одной вещи. Невозможно поменять директора. Можно только дать ему систему, в которой он работает по-другому. Когда я прихожу на завод как архитектор управления, я не меняю людей. Я меняю архитектуру управления. Раскладываю функции по жизненному циклу продукта. Связываю производство, закупки, ОТК, отгрузку в один поток. Накладываю операционный план на бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. Убираю стыки, на которых деньги утекают рекой. И тогда тот же самый директор, который вчера тушил пожары, сегодня видит весь завод как систему в целом. Принимает решения не интуитивно, а по данным. Не кричит на подчиненных, а перестраивает процессы. Ваша работа как директора не быть лучшим пожарным и не быть лучшим командиром. Ваша работа выстроить систему, в которой завод работает ритмично без вас в каждой операции. Это 2 разных навыка. И второй на порядок дороже первого. Узнаете ли вы себя в одном из 5 типов? Это первый вопрос. Готовы ли вы перейти от типа к архитектору управления? Это второй вопрос. Ответ на второй вопрос определяет, будет ли ваш завод стоить через 5 лет в 10 раз дороже, чем сейчас. Или его придется продать за долги. Если вы досмотрели до этого момента, значит тема вас задела. Напишите в комментариях, какой номер типа вы, в котором вы себя узнали. Не для того, чтобы я что-то ответил, для того, чтобы вы сами честно посмотрели на себя. А еще задумайтесь вот о чем. Эти 5 типов директоров есть не только в России. Они есть на любом заводе в мире, в Китае, в Германии, в Италии. Только китайцы за 25 лет научились собирать вокруг этих директоров систему, архитектуру управления и обогнали нас за 25 лет. По объему, по ритму, по технологичности. В следующем выпуске я расскажу, как это произошло. Я был на Тамаше в 2002 году, когда китайцы еще только учились у нас строить атомные станции. Мы изготавливали изделия для их первого блока атомной станции Тяньвань. Рядом с нашими инженерами и рабочими по всем операциям и переделам изготовления стояли китайцы. Молчали, смотрели, записывали. Мы тогда над ними смеялись. Сейчас это уже не смешно. Они нас за 25 лет обогнали, наверное, на лет 50 по технологиям и многим отраслям. А промышленный сектор у них уже топ-1 в мире. А в 2001 году они сильно отставали от России по производству и технологиям. Но что мы делали не так 25 лет, об этом смотрите в следующей серии. Ролик выйдет на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. До встречи.